О! А вот и ты. Всем привет, дамы и господа. Меня зовут Максим Андрианов. Вы на канале Андрианов Драйв. И сегодня у нас заключительная серия по вот этой малышке, а именно по Volvo S80 98 года, которая была куплена за 265 тысяч. Кто не видел первую серию, обязательно посмотрите. Это предыдущее видео на моем канале. Там общий обзор автомобиля, техничка, общие впечатления, все такое прочее. Сегодня же у нас будет заключительная часть по той простой схеме, что мне кажется, что продолжать и развивать его в какой-то большой крупный проект — это не столь интересно. Сегодня же мы с вами попытаемся сделать максимально дешевую, емкую предпродажную подготовку. То есть философия этого автомобиля — минимум усилий, максимум навар, как говорится. Ну, на самом деле не навар, а максимум впечатлений. То есть мы попытаемся сделать с вами такую, знаете, дешевую, эффективную предпродажку. Помыть, почистить салон и выжать по максимуму денег с этого автомобиля. Потому что, чтобы двигаться дальше, делать какие-то, развивать интересные проекты, купить какой-то интересный автомобиль, который уже можно будет подо что-то сделать и именно как-то его развивать, для этого нужны деньги, разумеется. Соответственно, эти деньги нужно достать из этого Volvo. Куплено оно было, как вы уже многократно слышали, за 265 тысяч. Плюс мы попробуем, так сказать, наварить на нем косвенный доход. А именно, в комплекте с ним у меня шла с ней зимняя резина в очень неплохом состоянии, которая в данный момент, соответственно, незачем не нужна. Мы поедем, заберем ее с вами, заодно эту малышку помоем, почистим ей салон. И вот, не знаю, была у меня мысль заняться вот этими всеми рыжиками и, соответственно, все это почистить, подкрасить. Но, знаете, иной раз этим всем можно сделать только хуже. Потому что, грубо говоря, зачастую ты вот видишь вот эти рыжики, и ты думаешь, ну, они есть, и они меня особо не беспокоят и какого-либо дискомфорта не доставляют. А когда они чем-то закрашены, замулеваны, они могут вызвать некие сомнения. Так, сейчас тут ветер, давайте переместимся в автомобиль, чтобы вам было лучше меня слышно. Также базово, естественно, нам нужно убрать тут весь хлам, весь мусор, начистить. Возможно, что-то сделать с цветом этого руля, я не знаю, я посмотрю, может, есть какая-то краска, чем мы сможем это подкрасить. Ну, разобрать, соответственно, весь хлам. Ну и то есть, соответственно, в пределах вложений там 2-3 тысячи рублей нужно сделать из автомобиля конфетку, условно говоря, естественно. Также посмотрим, почитаем ошибки, откуда у нас этот чек. Ну и отправим эту малышку, наконец, на заслуженную продажу. После чего придется с ней уже распрощаться и, соответственно, уже заняться тем, что я вам обещал в первом выпуске, а именно поиском интересных автомобилей в народном бюджете, то есть типа 265 тысяч, вот это вот, плюс мы там за сколько ее продадим, там колеса, не колеса, сабвуфер, может быть, отдельно тоже выставим на продажу. Сейчас мы с вами отправляемся, соответственно, помыть эту малышку, потому что это база всех баз, это первоочередно, нам нужно сделать ее чистенькой, чтобы, ну, она сверкала и сияла, позже почистить салон и так далее. Параллельно заберем колеса, как я уже сказал, и дальше там уже разберемся по ситуации, что еще потребуется сделать, чтобы она выглядела на все свои деньги. Хотя объективно она и так выглядит. По техничке делать мы ничего не будем, потому что, ну, она заводится, едет, а большего от этого автомобиля как будто бы в этот бюджет, ну, я, честно говоря, не могу предъявить большие требования. Опять же, мы берем комфортную, прекрасную машину за 265 тысяч, да? Да. И, кстати, я вот не мразь, я так обычно не делаю, но я ее ни разу еще не мыл за 4 месяца владения. Так вышло, было лето, было чисто, постоянно шли дожди с некоторой периодичностью, они ее омывали, и она становилась чистенькой и красивой сама по себе. Ну, сейчас, пожалуй, мы займемся этим. Вот, ну, все, не буду много балаболить, переходим, соответственно, к поездке в джоб. В чем сила? Ответь мне, брат, а? Я считаю, что сила во времени, в том, которое не вернуть обратно. Мой любимый способ зарабатывать деньги. Люди ждут дроп, люди лезут на стенки. Фирма, если ты любишь стейки, тебе сюда, собирайся и беги. Мой любимый способ зарабатывать деньги. Люди ждут дроп, люди лезут на стенки. Фирма, если ты любишь стейки, тебе сюда, собирайся и беги. Это краткое пособие для тех, кто заморочен на себе, кто не знал или не знает, кого познает в беде, кто загнался и для них я парень из другой команды.
слову говоря, небольшая рубрика «Вопрос-ответ». Хотелось бы прокомментировать. Я решил не отвечать, не рассеивать свое внимание на все комментарии. А вот пока мы находимся с вами в пути, можно прокомментировать некоторые изречения, так сказать, зрителей шортсов, зрителей, ну, в основном шортсов, потому что под основным видео люди особо комментарии не писали. Но поскольку это тоже пойдет на шортсы, я, пожалуй, что отвечу. Было энное количество комментариев по поводу того, что люди, которые ездят 140 на ржавом корыте, куда вы торопитесь? Зачем вы несетесь? Вас в могиле ждут и так далее. Ну, в первую очередь прошу обратить внимание на некоторые детали. Вот, например, поскольку я адекватно оцениваю законы физики в первую очередь, и сейчас я вижу, что асфальт мокрый, что на улице вода, да, асфальт, соответственно, тормозной путь увеличен, управляемость нарушена. Я еду вообще кратно медленнее большинства людей в потоке, понимаете? Потому что я прекрасно понимаю и даю себе отчет во всей опасности воды. При этом же люди на всяких Калинах и прочих интересных автомобилях несутся только в путь. Им вообще только жару, да, и я уверен, многие из этих комментаторов, они, ну я еду 110, я не превышаю. Но я еду так и в дождь, и в снег, и в лед, и мне без разницы. На знаке написано, я так и еду. Это первое. Второе, на что хотелось бы ответить. У него горит чек, а он ездит. Еще человек не следит за техническим состоянием автомобиля и вообще, и при этом имеет право что-то говорить и вообще нестись и т.д. и т.п. Ну, начнем с того, что вы, мои уважаемые технари и знатоки, думаю, да, если вы пишете такие комментарии, вы же прекрасно понимаете, что чек может гореть по многим причинам, включая, например, такие как удаленный катализатор и неотшитую экологию, и у вас будет гореть чек по второй лямбде, или в целом ошибка по второй лямбде, да, подогревать или еще что-то. Или же, как у меня в данный момент, ошибка, которая горит по нарушению изоляции катушек, первичной цепи катушек зажигания. Что тоже вообще не факт далеко на самом деле, потому что пропусков или чего-то не наблюдается. Но мы это все еще проверим. Потому что продавать машину с чеком не хочется. И на всякий случай я озадачусь этим вопросом тоже и попробую посмотреть. Но сам факт, уважаемые мои технари и знатоки, далеко не всегда чек влияет на то, можете ли вы спокойной душой ехать условные 120-140 км в час или же нет, да? В первую очередь на это влияют совершенно иные вещи. Куда больше на это влияет состояние ходовой, состояние ваших колес и резины, состояние ваших тормозов. И это то, о чем вам чек не загорится, мои уважаемые знатоки. Конечно же, если у вас критические ошибки двигателя и у вас взорвется блок на ходу, скорее всего, не стоит при таких условиях ехать 130. Ну это ладно, пожалуй, не стоит заводиться по такому поводу. Я все-таки придерживаюсь мнения того, что большая часть людей это адекватные, здравые люди, которые понимают, либо которые просто не пишут херь, да, если они чего-то не знают. Но в целом продолжайте. Меня это забавляет, мне это нравится, мне нравится наблюдать за вашими комментариями такого рода. Безусловно, продолжайте. Худо с этого точно не будет. В целом пообщаемся. Я рад любой критике, рад любым комментариям, рад абсолютно любым сообщениям в свой адрес. Но это же не является, по идее, нарушением снимать себя на видеокамеру, когда едешь за рулем. А просто сотрудники ГИБДД, которых, к слову говоря, я впервые в жизни увидел на кольцевой автодороге. Врать не буду. Это удивительно достаточно. Не знаю, вставлять этот разгон мой, не вставлять. Просто где-то я тоже, безусловно, не прав. И во многих аспектах запросто. И мы все с вами люди, и мы все бываем с вами неправы. Вот, но когда меня начинают поучать какие-то абсолютно несведущие в теме, в вопросе люди, для которых чек, это все, машина сейчас загорится, блядь, надо бежать, как ты едешь, зачем ты вообще говоришь? Ну, вы вообще ездили на старых BMW хоть раз? Вы вообще видели их без чека? Я вам скажу то, что тот факт, что у меня здесь в блоке всего лишь одна ошибка у 27-летнего Volvo,
Да это магия. То, что тут всего лишь горит только чек, а не АБС, не подушки. Да это машина вообще, ей ездить и ездить еще. Поймите вы. Повышаю градус, поднимаю толлер. Заходите, здрасте, раздевайтесь в коридоре. Я устал от города и улетел на море. 5 сил на моем моторе. Студия в подвале, Fruity Loops на мониторе. Заебали пробки, заебали эти тёлки. Но я расписался на ее футболке. Рэперы в качалке, потные девчонки. Это аски, я порву твои колонки. Это Алмата, тебе надо притереться. Пару дней раздвигаю ее сердце. Выхожу на сцену с белым полотенцем. Это рэп, тебе никуда не деться. Она заебала, не хочет даже готовить. На моей футболке отпечатки ее крови. Я скоро все брошу, брат, лови меня на слове. Повышаю градус, поднимаю толлер. Заходите, здрасте, раздевайтесь в коридоре. Я устал от города и улетел на море. 5 сил на моем моторе. Студия в подвале, Fruity Loops на мониторе. I get the money all day. Smoke with my bitch, everything's okay. I get the money all day. $100 bankroll with the cocaine. I get the money all day. Smoke with my bitch, everything's okay. I get the money. В чем суть? Знаете, помыл ее сейчас, смотрю и думаю, не, ну красотка. Честно говоря, если бы я оставлял ее себе... Вы что там грязно сидите? Чего вы не сказали, что линза заляпана? Так вот это к чему. Посмотрел я на нее, значит, и думаю, нет, ну красотка, реально. У меня часто такое бывает, что когда дело движется к продаже, я машину намою, начищу, мне становится жалко ее продавать, но все равно я как бы пересиливаю это, понимаю, что все это не просто так, тем более в данной ситуации, сейчас у нас с вами такой момент, что я хочу двигаться дальше, я хочу показать вам, опять же, рынок автомобилей, поиски их, купить какую-то интересную машину под проект, вот, и сделать что-то интересное вместе с вами. Поэтому контент того требует, а я нацелен очень серьезно идти дальше, вот. Поэтому не стоит жалеть, и мы пойдем дальше. Но честно, за эти деньги, за 265 тысяч, искренне все так же сейчас убедился, что автомобиль, ну, неплохой. Сотрудники ГИБДД. Чего стоите вы, ребята? По-любому остановят меня на обратном пути, почти уверен. А у меня страховки нет. Ну что же, мы узнаем. Ради этих строчек я грязно жил. Алые капли на простыне. То ли вино, то ли первым был. Чего мне все говорят, что я плохо пою? Мы первыми. Все номера. А вот у нас зима. Отличная нульцевая резина с огромным остатком протектора 195/65 на 15. Протектор с палец еще миллиметров 10. И так, я так понимаю, на каждом. Какого она у нас? 23 неделя, 19. Ну, свежак. Пойдет. Надо ее отфоткать и выставить. Красивая такая ее. На продажу. Говорю, сейчас на продажу ее подсниму. Красиво. Так, заехал, забрал колеса, которые пойдут на продажу. Поскольку едешь, заодно повидался с семьей. Это, так сказать, отчий дом, где у меня хранятся все такие прочие вещи. Заехал, вот. Все, погрузил в багажник, погрузил в салон. Теперь с вами в объезд поедем. Слушайте, намыл чуть-чуть, в дождь гениально. Чуть-чуть почистил тут салфеточками салон. Думаю, сильно больше углубляться в какую-то модернизацию салона автомобиля и в целом его внешних характеристик я, наверное, не буду. Потому что как будто бы это
не повлияет на его цену и просто бессмысленно практически, мне кажется. В том смысле, что как будто бы тот факт, что у него есть салон, 4 колеса, он без проблем всегда заводится, едет. Это уже достаточно для этого автомобиля в эти деньги, нет? Ну, мне такое ощущение складывается. Возможно, я не прав. Ну и в целом, то, что у него не дырявые стаканы, не дырявое днище. Есть, да, вопросы по задним аркам. И, надеюсь, чек, который я решу, чтобы людей тоже лишний раз не смущать. Я-то понимаю, что там ничего страшного, но иной раз люди могут этого не понимать, и их это может как-то смущать. Поэтому я попробую лишить этот вопрос. Попробую. Мы те, кто зеваком со спиной сидят. Камера, прости, пожалуйста, маленькая. Блин, господи, как я надеюсь, что у меня не умер ни стабилизатор, ни экранчик, ничего прочее. Я надеюсь, ты работаешь, как и работала маленькая. Господи, прости, пожалуйста, камера моя любимая. Я так тебя люблю, ты так мне дорога. Ставь лайк, если тоже разговариваешь с предметами. Хотел сказать такую своего рода базу, наверное, ну, для большинства, ну, в целом почему-то хочется об этом сказать. Сейчас как бы мне не то, чтобы к спеху было ехать, знаете, за непосредственно колесами для машины, то есть это не прям мне было срочно, да, сделать или что-то такое. Просто иной раз с возрастом, и я этому очень рад, если честно, стало, знаете, какая-то тягота и желание просто заехать к родителям домой, как бы просто повидаться, своего рода, знаете, место силы. Приехать в отчий дом хотя бы на 20-30 минут, просто переброситься там пару-тройку слов, знаете, попить чаю, чашку, пообщаться, поделиться чем-то. Это почему-то всегда так приятно. И я искренне надеюсь, что вам это также дарит в жизни какие-то теплые эмоции, теплые впечатления и дает вам, ну, вновь почувствовать себя в каком-то смысле ребенком, где тебе дадут какой-то совет, где-то похвалят, где-то поругают. Мне кажется искренне, как будто это, ну, нужно каждому из нас. Вот мне, кстати, интересно, я не особо был в Сибири, не особо был в восточных регионах России. Скажите, у вас есть такие же, ну, столь массовые такие развязки, такие дороги, вот как у нас здесь, кольцевые автодороги и все такое прочее? Ну, типа, они также выглядят, также собой представляют такие виадуки и прочее. Мне просто, если честно, очень нравится, как с последними годами стали выглядеть дорожные магистрали в Санкт-Петербурге у нас, в области. Достаточно неплохие дороги. Знаете, я очень люблю разговаривать, очень люблю делиться какими-то своими мыслями. Зачастую, возможно, крайне очевидными. Но мне почему-то искренне это нравится, искренне приятно общаться на какие-то задушевные темы с людьми. И я буду благодарен и рад, в свою очередь, если вы не просто посмотрите, а если вы что-то членораздельное, многосложное, вот такие вот у нас слова, ой-ой-ой, ничего не видно, членораздельное, многосложное, напишите в комментариях. Возможно, просто свое мнение, возможно, что-то как-то разделите совместно мои эмоции и переживания по тому или иному поводу. Что ж, и наконец-то мы постараемся с вами решить главную насущную проблему, о которой так переживают комментаторы, а именно горящая оранжевая лампочка с каким-то краником, ну, нарисованная вот справа от этих стрелочек, которые что-то показывают там вроде какие-то бензин или воду, или ну вот, и еще тут какая-то 1, 2, 3, 4, 5, это насколько по 8-бальной шкале ты едешь, ну что-то такое, я не разбираюсь просто, блин, вот, и ну сейчас попробую. Так, вот у нас есть за 300 рублей решатель уравнений, ну, этот экзорцист или как, он умеет, в общем, с машиной общаться, с ее мозгом, вот этим вот, в мозги машины, понимаете, проникать. Так, сейчас попробуем решить за 0 рублей. В чем же у нас проблема, собственно?
Откуда вот эта вот страшная лампочка? Двигатель, нет кодов. Вранье. Что-то здесь не так. Мы же видим, что горит чек. Если горит чек, значит ездить нельзя. О, катушка зажигания первичная, вторичная обмотка, обрыв цепи. Ну, соответственно, я так понимаю, первый цилиндр, второй цилиндр, третий цилиндр. Да, я так думаю, что дело в этом. Давайте погуглим, о чем это может говорить. Так профессиональные автодиагносты делают же. Возможно, стоит поменять свечи. Мы ли будем этим заниматься? Нет. Да. Но пропусков замечено не было, потому что при пропусках на Volvo мигает лампочка Check Engine. Ой, вот это самая непонятная оранжевая лампочка. Что мы попробуем с вами сделать? Возможно, стоило бы поменять свечи, либо каким-то образом диагностировать сами катушки, но я сделаю, как всегда, в такой ситуации настоящий мужчина делает. Попробую воткнуть и выткнуть разъем самих катушек непосредственно. Блин, у меня здесь крышка надета. Что у нас с косой, идущей на катушке? Здесь, возможно, провода просто пересохли какие-нибудь. Здесь у нас нужно снимать вот эту крышку. Под ней находится клапанка, на ней, соответственно, катушки. И нужно все это дело проверить. Все, ладно, будем решать этот вопрос. Надеюсь, что это будет с свечами. Не переключайтесь, продолжим чуть позже, а для вас это произойдет через секунду. Ажиотаж на зимнюю резину оказался куда выше, чем я ожидал. Сейчас в 12 часу ночи позвонил человек, сказал, что сейчас подъедет, заберет, скорее всего. Ну, если все окей окажется. Я на всякий случай ее еще раз перепроверил. Она вся окей, протектор везде 8 миллиметров больше. Шипа только одного не досчитался. И какой-то никаких грыж, заплаток, прочего не нашел. Так что все должно быть окей. За первый день, так сказать, деятельности получается сейчас, надеюсь, плюс 11 тысяч без торга. Дай бог заберут, без ничего, потому что торговаться особо не хочу. Но, если честно, в конце сентября я не ожидал, что будет такой ажиотаж. Машину тоже выложил, прилег поспать, потом проснулся, выложил машину на продажу. Надеюсь, она также за день-два уйдет, вообще будет замечательно для нас, потому что на данный момент 21 сентября. Вот. И, если честно, я реально удивлен. Я реально удивлен тому, как быстро оказалась всем нужна резина. Там не соврать. Я выставил ее вот за 11 тысяч. 187 человек просмотрели, 36 человек добавили в избранное. Это за один день. Теперь я думаю, может, это продешевил. Ну ладно, лучше, чем она будет там за какие-нибудь 14 стоять продаваться, или там за 13, да, чем она будет стоять продаваться несколько недель. Лучше пусть вот за день, пока есть спрос, ажиотаж, пусть уйдет так вот, я считаю. Что в целом для нас неплохо. Наш бюджет проектов, как говорится, выполняется на 11 тысяч рублей с нуля. Это уже неплохо, это уже достаточно нам на зимнюю резину для будущей машины. Нет, я как мыслю, что я сейчас куплю машину сразу на зимний, поняли? Либо куплю зимнюю похуже, либо еще что-нибудь, либо на какой-нибудь липучки, на мультисезонке. Короче, придумаем там наши варианты. Сейчас главное денег по максимуму добыть, а там уже будем думать. Эта философия у нас такая в данной ситуации. Все, ждем человечка. Надеюсь, все окей. Все, без проблем человек приехал, быстренько посмотрел, забрал колеса, 11 тысяч в проекте, так сказать, дзынь. Дальше, надеюсь, что больше, и машина уйдет так же быстро. Так, время 5 утра. Решил сделать тут импровизированную систему. Во-первых, амортизаторы не работают. Ну, надеюсь, надежно, по голове не даст. Так, что еще? Ну, фонарик я свой куда-то похерил, не могу найти. Прошу прощения, время 6 утра уже. Сейчас снимем эту защитную крышку. Попробуем просто отключить, подключить катушки, посмотреть, может какие-нибудь фишки засрались, может поможет. Ну, погнали.
едем на 6 внутренних звездочек, которые еле открутишь. Вот эта вот защитная крышка была прикручена. Ну, как бы теоретически это хорошо. Все держится надежно. Как теперь ее снять? Сука. Надо защитный кожух над ГРМ снимать перед этим. Сейчас. Так, сняв всю эту защитную требуху, что мы видим? Во-первых, ГРМ действительно в неплохом состоянии, нас не обманули, что он был поменен буквально 20 тысяч километров назад, ну, ничего даже не стерлось, очень красивый. И что мы видим дальше? У нас на катушках, на фишках катушек по множеству хомутов, так как подозреваю, что они выломаны. Это классика креплений вот этих. Сейчас мы попробуем их пошурутить и ставить на место. Более-менее. Я думаю, что дело вполне себе может быть в этом. В плохом контакте проводов на катушке. Это вообще как нефиг может быть. Надеюсь, мы сейчас решим эту проблему. Так, надеюсь, вообще, что я сейчас снимал и рассказывал, было видно. Продублирую на всякий случай еще, потому что мало ли ничего вообще видно было, не было. В общем, снял крышку, ну сейчас надел уже обратно. Пошурудил провода на катушках. Там они оказались все на стяжках, они херово закреплены, фишки сломаны. Вот, надел обратно эту декоративную крышку. Болты пока закручивать не стану, оставлю здесь. Чек вроде как исчез. В чем суть? По всей видимости, действительно плохой контакт на катушке зажигания. Видимо, все дело в этом. Сейчас повторно опять заведу ее. Проверю, не появится ли чек. И если нет, то мы удаляем из объявления информацию об этом. Нет? Чек гаснет сразу же. Сразу же. Все нормально? Ну, блядь, откуда этот потусторонний звук? Может, кто-то мне даст совет. Все пытался найти. Откуда-то идет скрежет. Но это не мотор. То ли коллектор выпускной, то ли труба. Что-то резонирует и шумит. И я не понимаю, что именно. Со временем звук проходит, самое интересное. Надеюсь, не мотор. И это все, возвращаясь к информации и разговору о том, что писали люди. Как ты можешь ездить, когда у тебя горит чек, Энджел? Это же вообще ужас, это не посмотреть. А сейчас скажите, у меня мотор шумит, а не навесное что-то или не защита болтается, да? Тоже ездить нельзя, наверное. Все, машины на свал. Господи, вот иногда поражает просто. Я не знаю, что меня это так зацепило, но просто иногда поражает, когда люди без какой-либо матчасти, с абсолютно нулевыми знаниями пытаются что-то тебе на очень серьезных щах объяснить. Это безумно интересно, безумно увлекательно. Но, слава богу, у нас теперь чека нет. Получается, можно ездить, да, уважаемые комментаторы? Но раз тут лампочка-то не горит. А что изменилось? Да ничего, проводок подергал. Ладно, что-то не надо мне, не стоит мне так эмоционально реагировать. Прошу прощения, господа. Все, как я уже сказал, колеса у нас ушли. Один день, плюс 11 тысяч. Если у нас будет идти все так же дальше, с каждой машины нам будут доставаться колеса по 11 тысяч, которые мы будем продавать, будет замечательно. Жаль, конечно, такого нет. Бусинка! Это новая героиня нашего канала. Ее зовут Буся. Да, маленькая. Машины, но кищи всегда нужны. Так, все, офф-топ закончен. Двигаем дальше, ждем продажу Volvo. Выставил ее несколько часов назад на Автору, как и говорил, потому что Авито требует с меня деньги. Входящее сообщение. 30 просмотров, 2 избранных. Но авторынок сейчас стоит, и будем надеяться, что хотя бы в 0 получится, чтобы она у нас ушла. Было бы отлично. Ну, а мы продолжаем, не знаю. Надо ли завершать. Если, соответственно, в ближайшие пару дней машина уйдет, будет продолжение в этом видео, значит, это еще не конец, вы это видите по тайм-коду. Если же машина не уйдет и будет продаваться неделю, другую, то, соответственно, мы на этом с вами прощаемся.
А тем, кто досмотрел видео-бонус в виде драки кота против человека. Ну, за кота всегда все лайки ставят. Бученька, давай, делай трюки. Делай трюки. Может, машины кому-то не интересны, но коты всем должны быть интересны. Давай, пим-пим, 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 пим-пим. Ну, а кто досмотрел? Всем спасибо большое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.